Друзья, добрый день. Сегодня отвечаю на вопрос начинающего психолога, нашей студентки. Вопрос следующий. Клиентка влюбляется на каждой работе в своих менеджеров, которые ее отвергают. Поменяла уже 7 работ, как ей помочь? Момент первый. Ну, понятно, что идет отыгрывание такого детско-родительского сценария. В этих менеджерах она видит родительскую фигуру, потому что на вышестоящих людей, наших начальников, каких-то политических деятелей и так далее, публичных людей, мы склонны проецировать именно родительскую фигуру, да, потому что они в нашем восприятии такие вот большие, да, а большие всегда, большие и маленькие, это всегда возвращает нас к детско-родительской теме, да, и если это, например, ваш начальник, да, на работе, то это человек, который наделен властью, да, он может указывать вам, ну, по праву, да, своей должности, что вот это задание надо сделать, здесь надо переделать работу и так далее. Это тоже такой очень детско-родительский, напоминает, да, стиль общения, когда родители, ну, в нормальном варианте говорят: ты должен делать вот это, ты должен идти в школу, ты должен сделать уроки, ты должен там в 9 вечера идти спать и так далее, да, и ребенок, ну, так или иначе подчиняется этим правилам, опять же, в норме, да. И когда в родительско-детских отношениях возникают ну, сложные какие-то этапы, которые не пройдены в реальных родительско-детских отношениях, человек начинает это дальше выносить в фигуры замещающие, да, и в частности вот начальники, менеджеры на работе, да, это идеальная такая замещающая фигура. Родителя, с которой допроживается родительская. И вот у вашей клиентки допроживается вот такое, да, что она влюбляется, да, то есть вот она очень хочет быть с этим человеком, он ее отвергает. Она к нему, он от нее, да, и вот эта бесконечная такая история проигрывается. Каким образом мы с этим работаем? Вам с клиенткой необходимо пройти весь цикл вот этого влюбленности, отвержения, увольнения, да, вот все это повторить. Вместе с клиенткой я имею в виду, что вот клиентка у вас в терапии все это время, и вы с ней регулярно встречаетесь, например, это раз в неделю или 2 раза в неделю встречи, и вы видите, как это разворачивается. За счет чего это поможет? Значит, момент первый. Ну, очень такая простая, но работающая штука, что когда мы много говорим или анализируем какое-то чувство, чувство ослабевает. Да? Это такой закон. Да? Вот, ну, как знаете, есть, например, анекдот, и первый раз вам его рассказали, вам очень смешно, или видео какое-то там с тиктоков, да, вам переслали, оно ну, нереально смешное. Вы второй раз посмотрели, оно очень смешное, пятый раз посмотрели, десятый, ну, 15-й, все, да, вы не сможете смеяться, все. Вот это повторение, разжевывание много раз, прохождение одного и того же, оно ослабляет чувства. Вот. Поэтому это первый момент, который всегда присутствует в терапевтической работе, что за счет анализа, за счет того, что несколько раз человек рассказывает одно и то же, да, и у него есть пространство это рассказать, его никто не перебивает, не говорит, что ты себе придумала, или там перестань ныть, или наоборот, иди давай там, ну, значит, если он тебя отвергает, давай его как-то добивайся, ну, да, то, что говорят подруги, как правило, на кухне, да, это кстати, вот, да, говорят, почему я должна платить психологу, не могу рассказать подруге. Вы где видели подругу, которая вас выслушает, не перебивая? Такого практически не бывает. Почему? Потому что когда другой человек начинает раздавать советы, вот что происходит с подругами на кухнях, это значит, что он хочет, ну вот на глубинном уровне, это про то, что он не переносит чувства, которые сейчас поднимаются, и он хочет убежать от этого. И дав совет, он перебивает, говорит, ну почему ты плачешь, да иди добивайся его, или плюнь, найдешь завтра лучшего, да. Это называется убежать от чувств, да, а психолог как раз специалист, который натренирован, так сказать, обучен выдерживать эти чувства, да, для этого он и обучается во многом, да, чтобы расширять внутри контейнер и быть способным это выдерживать. Когда психолог это выдерживает, начинает выдерживать клиент, и тогда появляется окошко,
для того, чтобы изменить этот сценарий. Вам нужно с клиенткой, да, пройти этот цикл и смотреть, да, чтобы у клиентки было пространство это все приносить, что с ней происходит, ее чувства, что в этих отношениях. И вы за счет анализа, за счет того, что вы про это говорите, эти чувства снижаются. Снижаются чувства, внимание, повышается что? Когнитивные способности человека, да, потому что чувства, они ну, вот, очень интенсивные чувства, они снижают когнитивные способности. Повышаются когнитивные способности вашего клиента, и клиент начинает видеть, ну, где-то с вашей помощью, с вашим отзеркаливанием, какие проекции он вкладывает в этого человека, в другого человека, в эту ситуацию и так далее. То есть ему становятся очевидны вот эти родительско-детские параллели. Часто клиенты мне сами начинают, когда чувство чуть снизилось, да, интенсивность, клиенты мне сами говорят, ну блин, это же точно мой отец, один в один, вот он там смотрит вот так вот. Или это точно моя мама, я помню, мама уходила на работу, я каждый раз вот так вот страдала, как в черную дыру проваливалась, вот точно так же, как с этим менеджером. Да, то есть зачастую клиенты сами это приносят. Ну, иногда вы можете какую-то интерпретацию добавить, но этот процесс начинает идти, еще раз, когда чувства контейнированы, да, то есть когда чувства с чувствами справились, дальше включается анализ, когнитивная история, и она еще расклеивает этот сценарий, да, расклеивает человека, его какие-то родительско-детские переживания и оставляет пространство внутри, вообще смоделировать, какого человека я хочу, какого мужчину я хочу, что я жду от мужчины, а что я жду от мамы или папы в разных, да, проявлениях и так далее. То есть вот этот этап начинает уже быть способным проявиться в ваших терапевтических отношениях. Что происходит дальше? За счет чего еще вот ваше совместное прохождение цикла этого, да, влюбленность, отвержение, за счет чего это будет работать. Третий и, наверное, ну вот самый важный пункт, это то, что, внимание, все, что у нее происходит, у клиентки вот с этими менеджерами, будет повторяться в ваших с ней отношениях. Да? То есть самая ценная информация, которую мы получаем о клиенте и о его внутреннем мире, да, самая ценная, самая настоящая, без искажения информации, это информация, которая приходит путем того, что мы наблюдаем, как клиент проявляет себя в терапевтических отношениях. Да? То есть вот то, что происходит между мной и клиентом здесь и сейчас в кабинете, дает мне самую верную информацию о том, что происходит у клиента где-то в других сферах жизни, ну, а значит, про его матрицу отношений, про то, как устроен его внутренний мир. По мере разворачивания вот этого сценария влюбленности, бросания, да, который у него с менеджерами происходит, у клиентки, то же самое будет у нас, ну, у вас с ней в отношениях, ну, в общем, в отношениях терапевт-клиент. Это будет в нюансах, да, это не значит, что клиентка будет вас бросать или вас влюбляться, но нюансы этого вы будете проживать в контрпереносе. Контрперенос это то, каким образом мы внутри реагируем на проекции клиента на нас, да, то есть и в общем-то, за счет этого идет терапевтическая работа. Клиент приходит к психологу и всегда что-то проецирует на психолога, да, видит в нем какой-то аспект мамы, какой-то аспект папы, каких-то значимых фигур из детства. Это меняется, это в динамике, да, то есть сегодня такое, завтра такое и так далее. И терапевт как-то откликается на эту проекцию. И вот этот отклик называется контрперенос. И это есть информация очень ценная, которая, в общем-то, является ключевой в терапевтической работе. Вот таким образом я вижу работу действительно такую, знаете, которая трансформирует этот сценарий внутри вашей клиентки. Не просто, знаете, какие-то добавить сверху на прыщик этого тонального крема каких-то позитивных аффирмаций и так далее. Это тоже, да, но это потом, это как закрепление. А вот эта вот перестройка, она должна произойти в отношениях с другим человеком, то есть с психологом. Потому что сценарий был сформирован, вот этот негативный, бросание, это влюбленность, отвержение, он был создан, да, в отношениях с другим человеком. И вот эти попытки психики
перепрожить, перепрожить, перепрожить то, что вы пишете 7 раз, да, это как раз такая попытка, а вдруг получится с другим человеком по-другому, а с ним не получается, потому что, понятно, есть ожидания, через проактивную идентификацию мужчина начинает этим ожиданиям соответствовать, да, что он должен бросить, и все вот в такой круг, замкнутый круг, все это превращается. И выход из этого, это когда вы с клиенткой сможете построить другие отношения, да, поменять этот сценарий здесь и сейчас в отношениях между вами. В этом заключается мастерство, профессионализм, искусство психолога.